Дженес Глобал, Джейсон, Караманис. Hello. Садитесь, пожалуйста. Yes, sir. I just don't see you, so I know you're back there somewhere. I'm over here, right over here, because the sound comes It's over. like the voice of God. Okay. Голос Бога, он говорит, спасибо. So thank you all for being here. Спасибо всем, что вы здесь, что вы в зале. Yesterday I was talking to a lot of the leadership. Вчера я говорил с большим количеством лидеров на тренинге. So I was talking about yesterday about in this type of business, it's a long-term marathon. Я говорил о том, что в нашем бизнесе, в нашем типе бизнеса это марафон, это не спринт. You're running a marathon in this business. It's not a short sprint, it's a long marathon. Это длинная дистанция, это сродни марафону, это не быстрый спринт. A lot of times when you're running that marathon, you're going to want to quit the business. И часто, когда ты бежишь на длинную дистанцию, ты хочешь бросить забег, ты хочешь сдаться. You're going to fall down. Ты хочешь, собственно, упасть и, потеряв силы, сдаться. And you're going to get back up. Но нужно вставать и бежать. You're going to go through different sets of emotions. У тебя во время этого забега происходят, собственно, разные эмоции в голове. The best thing about this business, it's a people business. Но самое лучшее в этом бизнесе, что это бизнес людей. And the worst thing about this business is it's a people business. И самое плохое в этом бизнесе, что это бизнес людей. See, people Люди have emotions, имеют эмоции, feelings. чувства. So, network marketing is about dealing with people and their feelings and their emotions. И сетевой бизнес – это, собственно, работа с людьми, с их чувствами, с их настроениями, с их эмоциями. So, when you're building your business, Когда ты строишь свой бизнес, every day you're going to deal with different sets of feelings and emotions. каждый день ты будешь сталкиваться с разными настроениями, разными эмоциями. How you learn how to manage that is what the difference between someone that becomes successful and someone that fails. И главное в том, чтобы научиться управлять этими чувствами и этими эмоциями. В этом вся разница между теми, кто преуспевает и кто не преуспевает. So, in my life, В своей жизни how I have learned how to manage it я научился управлять, когда я учился управлять этими эмоциями, is I try not to take everything personally. я старался не воспринимать все личностно, персонально. It still is personal. It hurts sometimes. Все, конечно, лично, все, конечно, персонально. У тебя болит сердце, болит душа. But I try to put myself in the other person's shoes. Но я всегда старался, что называется, поставить себя на место своего оппонента, с кем я общаюсь. So if the other person is having a bad day, or they're having emotional problems, or things aren't going right in their business, I try to have empathy for them. Если человек, с которым я общаюсь, если у него сегодня плохой день, плохое настроение, не самые лучшие времена, я старался иметь сочувствие, что называется, к такой ситуации и к такому человеку. Understanding that people's emotions and their feelings are going to change all the time in this business is crucial to understanding how you have success in this business.
Понимание того, что эмоции, настроения меняются еще и в разные времена, от того, на каком этапе развития находишься в рамках этого бизнеса, тоже ключевая вещь, чтобы тебе самому преуспеть в этом бизнесе. So when one of your downline members is trying to build their business and they talk about the business, but they just can't recruit anybody. Если кто-то из ваших партнеров под вами все время говорит о бизнесе и говорит снова, но не может никого прорекрутировать, they get discouraged, они разочаровываются, and they want to quit. И они хотят бросить. So what I try to teach them is a very simple philosophy of staying in the business until you get lucky. Что я пытаюсь преподать им, это простую философию. Не бросай, пока тебе не удастся, пока тебе не посчастливится. Excuse me for one second. Can you go into my coat pocket and give me a cough drop? It's in my coat pocket. So let me say that one more time. I try to teach people that in order to stay in this business long term, they have to stay in it long enough until they get lucky. Для того, чтобы остаться в этом бизнесе надолго, надо преодолеть первый период, промежуток, возможно, тоже долгий, до тех пор, пока у тебя не появится первая удача. This is important in understanding the psychology of this business. Это очень важно с точки зрения понимания психологии этого бизнеса. Because luck has a way of making you successful. Потому что удача, она имеет свой путь к тому, что, собственно, чтобы вы тоже получили кусочек своей удачи, имели свой успех. So, what does that mean, luck? Что такое удача? Что это значит? So, I'll explain what luck means. Я попробую объяснить. So, you have a brand new person in the business. You're a brand new person. У вас, допустим, есть новый человек, совсем новый в этом бизнесе, или вы сами новый человек. And you're trying to build a business, and you're trying to get to executive, and jade, and pearl, and sapphire. И вы пытаетесь построить свой бизнес, и вы пытаетесь пройти по всем, собственно, начальным рангам, по начальным уровням в своей карьере. But you just haven't found that one person that's as excited as you are. Но вы не можете найти, у вас проблемы, вы не можете найти другого такого человека, который вдохновлен и воодушевлен так же, как вы сами. Finding that one person that is as excited as you are is called luck. Вот именно процесс нахождения такого человека, первого своего человека, который будет так же вдохновлен, как и вы, собственно, это и есть первая удача. You never know when that person is going to show up. И сложность в том, что ты никогда не знаешь, когда появится первый такой же человек, как вы. And part of the problem of this business is usually people want to quit right before they get lucky to win. И часть проблемы заключается именно в том, что люди сдаются чаще всего перед самым последним шагом, за шаг до того, как появляется удача. If you want to be a great marathon runner, you want to run the distance and finish the marathon. Если ты хочешь стать хорошим марафонцем, ты, собственно, хочешь научиться бегать на дистанцию, научиться бегать на большую дистанцию, добежав ее до конца. You have to be great at running. Нужно быть успешным в беге, в искусстве бега. Before you can be great at running, you first have to be good at running. До того, как ты станешь успешным в искусстве бега, ты сначала станешь просто хорошим в мастерстве бега. Before you can be good at running, you have to be bad at running. А до того, как ты станешь хорошим, ты будешь посредственным в мастерстве бега. And before you can be bad at running, you have to try and try and try. А до того, как ты научишься бегать хотя бы посредственно, ты будешь пытаться, стараться и пытаться снова, и, в общем, чему-то научишься. I just didn't wake up one morning and say, "Oh, I'm a great network marketer."
Я не проснулся в одно прекрасное утро и понял, что я прекрасный специалист в нашей индустрии. At one point in my career, на каком-то этапе в моей карьере I was in the same seats as all of you. Я был на тех же задних стульях, на задних сиденьях, как и многие из вас сегодня в зале. And whether you're a leader, whether you're a leader in this business, or you're not a leader in this business, everyone is starting their own race. И лидер ты или не лидер ты в этом бизнесе, все начинают, как я сказал, со своего старта и с общего старта, но идут своими путями, своими дорогами. Yesterday I talked about comparing yourself to other people. Вчера я говорил о том, как нужно не сравнивать себя с другими людьми. I've never compared myself to anybody. Я никогда не сравнивал, не отсчитывал себя от успеха других. Because the first moment you start comparing yourself the first moment you start comparing yourself to other people is the moment that you have failure. Потому что как только ты начнешь отсчитывать себя от успеха других людей, это момент, в который ты сразу можешь провалиться. If I compared myself to other people, I would always think that I'm not worthy, I'm not good enough. Если бы я себя сравнивал на ранних этапах своей карьеры с другими успешными людьми, я бы все время думал, что я недостаточно хорош. Your own self-worth, how you feel about yourself inside. Самое важное это то, что вы чувствуете внутри себя о самом себе. Is what determines your success. Это то, что является определяющим звеном вашего успеха. Not what anybody else is doing. Не то, что делают другие, и вы отсчитываете себя от них. So don't compare yourself to other people. Не сравнивайте себя с другими людьми. There might be someone that has joined Jeunesse recently that has experience from this industry. They have experience from multi-level marketing. They were in another network marketing company before. Возможно, кто-то присоединился к Jeunesse не так давно, но уже имеет большой успех, потому что у него был предыдущий опыт в другой компании из нашей индустрии, и он быстро строит. They're going to have more knowledge. У него больше знаний, more contacts, больше контактов, more skills, больше навыков, than you will. чем у вас. So don't compare yourself to those people. Не сравнивайте себя с другими людьми. Only compare yourself to yourself. Сравнивайте себя с самим собой. Create your own time. Создавайте свои временные рамки для достижения чего бы то ни было. So what do I mean by that? Create your own time. Что я имею в виду под этой фразой? When you're running a sprint, you're going to run as fast as you can. Когда ты бежишь на короткую дистанцию, на спринт, надо просто ускориться настолько, насколько ты можешь. And then you get to the finish line and they clock you. They take your time. Ты достигаешь финиша, и они измеряют твое время. Your time is against yourself. То есть ты бежишь, на самом деле, время работает против тебя. Run the clock against yourself. То есть время работает не на тебя, а против. And try to always beat your time. Старайся бежать в том времени, в котором ты можешь, или на такой скорости, которая позволяет тебе твои навыки. So what do I mean, beat your time? How does that apply to your Jeunesse business? Как это резонирует с вашим бизнесом в рамках Jeunesse? In your Jeunesse business, speed is a key factor in your success. В бизнесе Jeunesse скорость важный фактор для достижения успеха. So if you